Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю по многочисленным просьбам незабываемо бомбически просто вкусный торт «Дубайский шоколад». Готовится этот торт очень просто и очень быстро. Торт получается с хрустящей начинкой, с очень богатым фисташковым вкусом, с нежнейшим шоколадным бисквитом. Готовится он очень просто и быстро. Два вида крема здесь будем готовить, вкуснейшую шоколадную глазурь. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала приготовим шоколадный бисквит. 3 яйца комнатной температуры. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю сейчас до состояния пены. Добавляю туда 225 грамм сахара. Уменьшать сахар здесь я не советую в рецепте. Повзбивала примерно 2 минуты. Вот такая пышная масса должна получиться. Дальше ничего не взбиваю, смысла не будет дальше взбивать. 225 грамм кефира. Кефир комнатной температуры берем обязательно. Жирность кефира здесь не имеет особого значения. 115 грамм растительного масла без запаха туда добавляю. Щепотку соли. Все это просто перемешиваю. И добавляю туда сейчас 150 миллилитров крутого кипятка, то есть только что вскипевшей воды. Это очень важно для этого бисквита, добавить именно кипяток. 225 грамм муки туда просеиваю, 45 грамм какао-порошка, 3 грамма пищевой соды и 5 грамм разрыхлителя для теста. Все это просеиваю обязательно, чтобы не было комочков. Духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Это очень важно, чтобы духовка была заранее разогрета для этого бисквита. Выпекается он не быстро, на такой достаточно умеренной температуре, но получается идеальным просто. Перемешиваю лопаткой и выливаю сейчас в форму. Форма у меня здесь без дна, я ее просто застелила фольгой 20 сантиметров в диаметре. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Ставлю сейчас в духовку. Духовку во время выпечки не открываю. 160 градусов, 1 час у меня выпекался бисквит. Проверяю деревянной шпажкой, она должна выходить сухая и чистая. Даю бисквиту полностью остыть в форме. Здесь у меня 250 грамм покупного готового теста катаифи. Продается на всех маркетплейсах и в турецких магазинах, кто в Германии живет, везде продается. Сковорода у меня 28 сантиметров в диаметре. 50 грамм сливочного масла я растопила на сковороде. И сейчас на среднем огне буду обжаривать это тесто вот таким образом. Примерно 12 минут мне понадобилось при непрерывном помешивании, чтобы оно стало золотистого цвета. Оно будет уменьшаться в объеме, это нормально, это так и должно быть. И вот когда оно вот такого цвета у меня уже стало, ни в коем случае оно не должно подгорать, снимаю с огня, пересыпаю сейчас в ту емкость, где я буду его перемешивать с фисташковой пастой. Пересыпаю в емкость, добавляю туда 200 грамм фисташковой пасты. Вы можете ее сами сделать. Можете также 1 столовую ложку тахинной пасты туда добавить, то есть паста сезама. Но я этого не делаю, потому что вкус сезама на любителя. Многие добавляют, я не добавляю. 200 грамм фисташковой пасты добавляю просто. И добавлю сейчас туда немножко красителя пищевого фисташкового цвета. Именно для цвета, потому что паста не даст такого цвета. Вы же можете не добавлять. Это все на ваше усмотрение. Сейчас просто перемешала это все лопаткой. Перемешивается элементарно, просто и быстро. Прямо в горячую массу я добавляла фисташковую пасту. Очень удобно, тогда быстрее расходится вся эта масса. И отставляю пока что в сторону. И нарезаю уже бисквит. Бисквит у меня полностью остыл. Я его не убирала в холодильник. Немножко я его так неаккуратно вырезала из формы, поэтому боковины такие. Нарезаю сейчас на 4 коржа. Можете, если вы для себя будете делать этот торт, шапочку использовать также для обсыпки торта сверху, с боков. Я этого не делаю, поэтому шапочку я здесь использовать не буду. Но 4 коржа у меня получится. Коржи нежнейшие. Коржи я не буду абсолютно ничем пропитывать. Очень вкусные и самодостаточные коржи. Для этого торта лучше их не пропитывать, поэтому я выбрала именно этот бисквит. 200 грамм сливочного масла. Повзбивала примерно 2 минуты и добавляю туда сейчас 200 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. И взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Этот крем нам понадобится именно для этой так называемой дубайской прослойки, чтобы она у нас оставалась в торте хрустящая.
до устойчивых пиков, взбил и наношу тонким слоем на нижний корж. Коржи я, еще раз повторяю, ничем не пропитываю, потому что коржи очень влажные здесь. Если вы любите мокрые коржи, вы можете их пропитывать чем вы захотите, но этого здесь не нужно делать. Наношу тонким слоем и выкладываю сейчас половину этой дубайской массы, назовем ее так, на нижний корж. Выкладываю эту массу просто вилкой, элементарно и очень удобно. То есть в таком виде, в котором я ее приготовила, эту массу, в таком же виде я ее выкладываю на корж. Делается это элементарно просто, все будет держаться превосходно, нарезаться превосходно будет. Накрываю таким же тонким слоем и этого же масляного крема. Масляный крем будет предохранять эту начинку от лишней влаги, которая нам абсолютно в ней не нужна. И на вкус этой прослоечки этот масляный крем на сгущенке никак не повлияет. И сейчас готовлю быстрый сырный крем. 300 мл очень холодных сливок для взбивания, жирностью не менее 30%, 80 грамм сахарной пудры, 175 грамм сыра Филадельфии, 250 грамм сыра маскарпоне, все сыры тоже холодные, 16 грамм ванильного сахара и 16 грамм загустителя для сливок. Взбиваю все это до устойчивых пиков, вот так. Крем будет очень устойчивым. Вы можете этот крем делать шоколадным, фисташковым, все, что вам нравится. Но на мой вкус и на мой взгляд, этот крем должен быть все-таки сливочным. Он очень хорошо оттеняет другие вкусы в торте. И наполняю этим кремом кондитерский мешок. Сейчас уже на так называемый дубайский слой я выкладываю одну часть крема. Вот так вот из кондитерского мешка удобнее всего это делать. Разравниваю. Накрываю сейчас следующим коржом. В центре, на втором корже, я не буду выкладывать дубайскую прослойку. Вы можете и туда выкладывать, но я считаю, что это лишнее, потому что нужен именно такой кремовый слой сливочный. Сюда я выкладываю сейчас как бы двойную порцию этого крема. На третий корж я также выкладываю так называемую эту дубайскую прослойку. Сначала масляный крем на сгущенке тонким слоем. Вот эту прослойку также выкладываю вилкой просто. Очень просто она выкладывается. То есть этот торт элементарно простой. Как бы он ни казался, там где-то вы не читали в интернете, что он очень сложный. Ничего сложного в этом нет. Это моя версия этого торта. То есть я его вот так для себя сделала. И я считаю, что он просто бомбически вкусный, этот торт получается. Вы можете его с шоколадным кремом делать, но, на мой взгляд, это будет слишком много уже шоколада здесь. Также этот так называемый дубайский слой покрываю еще раз сливочным слоем обязательно. Сейчас остатками крема я покрываю боковину и верх тортика. Выравниваю, так просто делаю такое черновое выравнивание. Ставлю сейчас все это просто в ацетатную пленку, не ставлю даже в кольцо, потому что торт очень ровный и стабильный. Я растопила здесь 50 грамм молочного шоколада и 50 грамм сливочного масла и заливаю этой глазурью верх торта. И убираю сейчас буквально на 15 минут в холодильник. Все это будет прекрасно держаться, прекрасно будет держать форму торт. Прошло у меня примерно 15 минут. Слой очень хорошо схватился, потому что у меня в холодильнике очень холодно. Покрываю сейчас боковину торта шоколадной крошкой. Вы можете покрывать чем угодно, можете и подтеки шоколадные делать, полностью шоколадным ганашем, можете его покрывать. Все на ваше усмотрение. Шоколад здесь я использую молочный, потому что с горьким шоколадом будет невкусно. Остатками крема я сейчас вот так отсаживаю такие незамысловатые украшения. Украшаю фисташками. Можно вообще не делать этого, но я украшаю. И сверху посыплю просто сахарными бусинами. Торт я убирала в холодильник буквально на 1 час. Он прекрасно уже нарезается после холодильника. И даже если он у вас ночь простоит в холодильнике, будет прекрасно нарезаться. Пропиливаем как бы вот так вот. Не просто резко давим, а как бы пропиливаем. И прекрасно он будет нарезаться. Нарезаю горячим сухим ножом. Но не экстремально таким горячим. Вот так он прекрасно смотрится в разрезе. Нарезается на очень мелкие кусочки, очень хорошо нарезается. Благодаря тому, что раскладывали эту начинку вилкой, она очень хорошо распределяется, эта начинка. Она себя чувствует так как бы свободно там. Настоятельно советую приготовить этот торт. На мой вкус торт даже вкуснее, чем сам шоколад. Потому что в торте
изумительно сочетаются все эти вкусы нежнейшего крема сливочного, даже масляного крема на сгущенке. Он дополняет как бы вкус вот этой хрустящей прослойки, нежнейшие коржи шоколадные. Вот так он прекрасно надламывается вилкой, этот торт. Очень хорошо хрустит весь этот слой. И при раскусывании хрустит, и при надламывании вилкой. Вот так прекрасно нарезается даже на самые мелкие кусочки. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.